Всем привет! Продолжаем наш переход через Атлантику. Ссылочку на предыдущее видео я оставлю в комментариях и в правом углу экрана. Отстоял вахту, пообедал, вышел на палубу поснимать и заодно посмотреть, что делает наш третий. Сегодня у нас по плану проверка пожарных рукавов на предмет протечек и повреждений. Матросы все в трюмах заняты замывкой, так что ему, бедняге, приходится справляться одному. Погода хорошая, работа несложная, скорее время затратное. Ну что ж, пойдем покажу мою и почти всего экипажа основную головную боль на обратный переход, когда у нас появится время для устранения последствия пожара. Хотя, возможно, мы подготовимся к погрузке пораньше и начнем восстанавливать мастерскую. Кто не смотрел видео из Эстонии, как это произошло, также оставлю ссылочку, либо можете найти на канале, не так уж у меня и много этих эпизодов. Оп, магия монтажа и место для конкурса мокрых маек, пенных вечеринок у нас уже готово. Светило бы, конечно, солнышко, еще бы и радуга была в подарок. Поднимем сейчас уровень Мирового океана и пойдем на вахту. Приняли вахту, третий уже закончил проверку шлангов. Погода портится согласно прогнозу, зима как-никак. У меня сегодня еще во время проверки балластного танка сенсор вышел из строя на газ-детекторе, который изменяет уровень кислорода. Их обычно нужно заменять каждые 2 года, но наш немножко не дожил. Сейчас на вахте как раз этим займусь. У меня были заранее заказаны наборы сенсоров, фильтров. Заодно все откалибруем, обновим записи в реестрах. Вот так это все выглядит. На судне у нас газоанализаторы Рикен. Стоят здесь 4 электрохимических сенсора для обнаружения концентрации кислорода, сероводорода, оксида углерода, и датчик Low Explosion Level. Сейчас вот при вас запускаю анализатор. Идет self-checking, проверка. Чудо не произошло. Сенсор fail. Нужно заменять. Этим мы на вахте и займемся, пока навигационная обстановочка позволяет. Приветы. Закончили очередной трюм. Покрасили нижнюю часть, насколько это было возможно. Центральная, конечно, тихий ужас. Но там уже и ржавчина, и уголь настолько въелись в краску, что уже не смыть. Проверял белой перчаткой, следов от угля не оставляет, уже хорошо. А полная покраска будет проводиться во время планового дока. Покой нам только снится. Продолжаем смену балласта, которую мы еще начали в прошлом видео. Штурмана сейчас стоят вахты ночные 6 часов. А я по ночам воду гоняю, так как днем насосы работают на замывке трюмов и откатке воды. Матросов я не поднимаю для замеров уровня в танках. Совмещаю, так сказать, приятное с полезным. Гуляю с фонариком на свежем воздухе. Встречаю закаты. Снимаю видео. Да и шаги на фитнес-трекере наматываю. Что тоже неплохо. Сейчас уже должны набраться третий, левый и правый. Сейчас пойдем посмотрим уровень в мерной трубке. Сюрприз. Сегодня под утро планирую уже закончить. Осталось еще несколько пар танков. И пойдем спатоньки. Почти как новогодняя елка. Индикаторы пока работают. Можно отслеживать работу насосов. Красота. Доброе утречко всем. Рассвело. Мы уже подходим к Карибам. Несколько дней нас неплохо болтает. Снимать было особо и нечего. Тем более, что на видео не получается передать состояние моря. Получается как рябь в ванне, что порождает кучу комментариев от людей, которые и на надувных матрасах шторма пожестче переносили. Ветер у нас с порывами до 40 узлов.
Это у нас 8-бальный шторм. Что не может не радовать, то что направление ветра прямо по курсу, значит сам шторм, глаз бури, уже пересек наш путь по корме и находится позади нас. Уже начинают появляться попутчики, значит океанский переход практически закончен. И сейчас уже нас будет ожидать небольшой трафик при прохождении прибрежных вод. Задувает знатно, надо будет поработать со звуком, заглушить завывание ветра, иначе вы и ваши уши меня возненавидите. На хороший микрофон я еще не заработал, так что у кого есть предложения по рекламным контрактам, не стесняйтесь, пишите. Могу рекламировать носки, трусы, тельняшки, туалетную бумагу. Хватит шутки шутить, идем. Вышло солнышко, не буду вам сейчас рассказывать про огромные страшные волны. Море уже успокаивается. На палубе у нас сегодня никто не работает. Все еще сильный ветер. Незачем рисковать. Есть у нас и другая работа. Сегодня наводим чистоту и красоту внутри надстройки, в жилых помещениях. Проводим инвентаризацию, и так далее. Чудное утро. Как бы ни показалось банальным, вы только посмотрите. Вроде бы после стольких лет в море вся эта романтика должна пройти, но как такое можно променять на теплый комфортный офис, полный дружелюбных и улыбчивых сотрудниц? Даже не знаю. Кстати, а вот и поделитесь в комментариях, что бы вы выбрали. Действительно интересно. И не забывайте подписаться на канал, оценить видео. Очень важна ваша поддержка и обратная связь. И я даже не хочу смотреть налево. Please don't spoil my perfect day. Лучше пойдем завтрак закинем в пустое пузо. Да, не поплавать. Посмотрим. Может, после обеда погода уляжется. А сейчас можно пойти отдохнуть пару часиков. Не улеглась. Все так же. Почти выспался. Пора на вахту. Пойдем снаружи пройдемся. Подышим свежим воздухом. Проснемся окончательно. Мастер Стейшн нужно бы обновить. Столько всего нужно, жаль, вот только времени на все нет, да и рук рабочих. Была бы воля судовладельца на все. Остался бы из экипажа только капитан да попугай, и то на полставки. Так, хватит о грустном. Смотрите, какую вам красоту заснял. Радуга и относительно вкусный кофе спровоцировали выброс эндорфинов и улучшили настроение, вернув немного радость жизни. Теперь радостно бежим обратно, делать недельный отчет с цветными картинками на тему, как же мы весело провели эту неделю и сколько квадратных метров и в какой цвет покрасили. В офисе уже заждались. «С добрым утром, маленький!» — кричал я третьему помощнику, передавая вахту. Но на лице его была усталость. Не выспался бедненький, как и весь экипаж, в принципе. Посмотрите, какая у нас болтанка. Мы уже вплотную подошли к Карибам. Вечером, возможно, будем проходить Кубу, если скорость не упадет. А она упадет. Откуда же у нас волна заходит? Да хрен его знает откуда. Из кормы. И сбоку. Да, неважно. Уже нету времени, мы и так уже опаздываем. Тут уже не поманеврировать. Выбрав комфортный курс, приходится терпеть. Благо уже не так долго осталось. Уже к вечеру, либо завтра.
ждет прекрасная погода и Мексиканский залив. Устал маленький, грустный, не хочет разговаривать и улыбаться. Сейчас уже должен подойти капитан. Обсудим планы на сегодняшний день. Все равно не отдохнуть, заснуть не удастся. Так что пойдем на палубу. Few hours later. Как вам перемены? Прошло несколько часов, сейчас уже в Карибском бассейне. Погода шепчет, поднялось настроение, все улыбаются. Ну и самое главное, начали ремонт в однушке для сдачи в пляжный сезон. Красотища. Выбросили весь мусор уже, выкрасили переборки. Глаз радуется. Ребята просто молодцы. Также начали замену кабелей. Красота. Стесняются. Ладно, пойдем других проведаем. Тут у нас совсем приуныл боцман. Он единственный из экипажа со Шри-Ланки, грустит о родине. Пошли новые защитные чехлы из брезента. Вот сейчас устанавливаем на штормтрапы. Как-то так. Ну вот и еще один день прошел. Справа у нас Багамские острова, Хай-Рок на траверзе. До Кубы немного не дотянули, скорость упала, встречное течение. Завтра к вечеру, возможно, будем проходить побережье Флориды, далее Куба, ну и в Мексиканский залив. Пройдемся. Да-да, очередная чашка кофе заряжена. Штурмана вообще единственное, что умеют, так это кофе потреблять. Уже значительно потеплело. Свежий воздух. Солнышко уже зашло, не успел поправку компаса взять по нему. Лентяй, одним словом, нужно исправляться. Да и луна уже высоко. Остается дожидаться только звездного неба. Но, думаю, сегодня буду разгильдяем. Уже небольшой трафик виднеется вдали, пароходики, кто-то на якоре стоит в ожидании захода, либо бункеровки. Плавненько переходим в новый день. Справа у нас на горизонте виднеется Фрипорт. Это второй по величине город на Багамских островах после столицы Насау. Солнышко уже начинает припекать. Думаю, сегодня можно будет открывать крышки трюмов. Нужно будет просушить, да и проветрить после покраски. Возможно, осмотреть еще раз. Может, еще какие-то косяки найдем. В общем, ожидает нас продуктивный день. Красивый рассвет. Не с кем поделиться. Все спят. Ладно, пойдем вовнутрь. Скоро уже должен прийти боцман. Утром обсуждаем с ним план предстоящих работ на день. Выписываем пермиты, общаемся с экипажем, тулбокс-митинг и остальная бумажная работа. Вот он, Фрипорт на карте, на острове Гранд-Багама. Это самый северный из группы Багамских островов. Тут до побережья Флориды от него всего 90 километров. А помните историю, я вам рассказывал про то, что мы не проходим под мостом? Ну вот, сейчас будем срезать верхнюю секцию мачты, опускать ниже антенны, сигнальные огни. Нам подтвердили этот терминал. Все как всегда. Работает у нас 2 человека. Старший механик и электромеханик. Фиттер, который должен был резать мачту, отказался, сославшись на плохое самочувствие, боязнь высоты. Майму шумайму.
Зато смотрите, какая у нас группа поддержки. 2 работают, 5 смотрят. Ну, а сегодня еще в соответствии с американскими требованиями и VGP чек-листом будем замывать палубу химией, мыть цепные ящики, готовить судно к заходу в американские территориальные воды, проводить проверки главного двигателя, рулевого управления. В общем, все по классике. Где эти счастливые лица? Экипаж уже составил себе список, виш-лист чего купить. Ow, in the ice. А вот старший комсостав ходит с грустными лицами, ожидая прихода Костгард, проверок, тревог. Эх. Вот же время летит. Бросили только что якорь в реке Миссисипи на самом входе. Проходят круизные лайнера. Но у нас же не может быть все нормально. Не зря никто не любит заходы в американские порты. Сейчас расскажу, что случилось у нас опять. Короче, поменяли же мы балласт, набрали полный трюм чистой океанской воды, чтобы посадить судно максимально, уменьшить высоту для прохождения мостов. Ой, вот, кстати, баржа подошла, бункеровочная, начали дизельку брать. Ну, причем самое интересное, что капитан же отсылает всем, включая агентов в Штатах, все наши действия по шагам, осадки, характеристики и так далее. И причем несколько раз упоминаю, что судно заходит с полным трюмом воды для транзита по реке, чтобы пройти под мостами. Ну и что в итоге? Поднялся сейчас агент и говорит: фигня дела, вы должны сейчас пройти проверку всех трюмов, иначе вас не допустят к транзиту и постановке к причалу. Мы, конечно, с мастером в шоке. На вопрос, читал ли он вообще переписку, в которой указывалось, что у нас полный трюм воды, и что он сам подтвердил заход судна в тяжелом балласте. Ну, ответ у него простой. Вчера было так, вот сегодня так. Теперь нам нужно минимум часов 8, чтобы откатать воду, каким-то образом высушить трюм. Причем на этом судне у нас такие интересные конструктивные особенности, что откатать можно балласт с трюма только до 2 метров основными балластными насосами, и остальные 2 метра от нижнего уровня, от танктопа, нужно откатывать через систему Билджи, а там в лучшем случае 200 кубов в час. Да и то, если звезды сойдутся и не будет ретроградного Меркурия. Вот сейчас откатка идет основными балластными насосами. Ну а потом ребятам придется спускаться вниз, заныривать в холодную воду, откручивать болты, поднимать крышки, которые закрывают лиальные колодцы, и запускать откатку Билджей на еще 4 часа. У меня просто нет слов, но это еще не все. Самый прикол в том, что после того, как мы пройдем проверку, получим документы о готовности к погрузке зерна, нам придется заново набирать полный трюм через тритмент-систему часов 8. После этого идти дальше, после прохождения последнего моста заново бросать якорь, откатывать балласт, сушить по новой трюм, заново проходить инспекцию на готовность к погрузке. Подобрать культурные слова мне сейчас довольно сложно. Лучше я промолчу. А потом все так удивляются, почему суда садятся на мель, сталкиваются. Банальный человеческий фактор. Люди не спят по несколько суток, допускают ошибки, стараясь следовать правилам, требованиям, а учитывая уровень коммуникации, планирования, вы сами видите. Причем с их стороны все очень просто. Если экипаж устал, не готов к транзиту, то, пожалуйста, просто заплатите 5, 10, 15, 20 тысяч за простой терминал, на который судно было забукировано, и все, как бы нет проблем. Здесь же у них все просто, it's just a business, так что пока погода позволяет, кончился дождик, наворачиваем кружочки по палубе, откатываем балласт, готовимся к транзиту.
Очередной бедолага бросил якорь совсем близко к нам. Надеюсь, у него нет таких же проблем, как у нас. Ну что, друзья, с горем пополам справились с первой частью квеста. Удалось даже съесть ужин и поваляться минут 15. Взяли лоцмана, идем дальше. Сейчас вот проходим Новый Орлеан. Кругом разруха, нищета, безысходность. Нет, сарказм. Может, кому-то и хотелось бы в это верить, но нет. Все горит, как новогодняя елка, везде движ, красота, круизные лайнеры кругом. Вот, кстати, проходим первый из многих мостов. Это не самый низкий, должно быть все ок. Но вот в темноте кажется, что едва пролазим. Сейчас посмотрим. Капитан стоит тоже рядышком. Внутри немного нервничает. Лоцман безмятежен. Он до последнего доверяет нам, что мы подготовились, все просчитали. Вот, сейчас и посмотрим. Первые прошли. Пальцы скрестили. Затаили дыхание. Выдыхаем, но это было близко. Плавненько перешли в новый день, новая вахта. Выспались почти. И вот он, наш основной траблмейкер, мост Huey P. Long Bridge. С клиренсом всего 47 метров. По второму кругу затаили дыхание. И что я хочу вам сказать, если бы мы не срезали этот метр мачты, это бы сделал Хьюи. Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу, теперь можно выдохнуть, остальные мосты повыше. Сейчас ставлю вам таймлапс, пока кофе выпью. И раз уж вы уже досмотрели это видео практически до конца, я надеюсь, что оно вам понравилось, оцените. Поделитесь, возможно, кому-то это будет полезно, интересно. Оставляйте комментарии, обязательно всем отвечу. Знаю, бесит, но это действительно помогает каналу развиваться и мотивирует продолжать. Потому что, если честно, времени на все у меня уже просто не хватает. Встали на якорь, бросили два, левый и правый. Довольно долго пытались остановить судно, перекидывали. Сильное течение до берега. Метров 60. Люди жарят мясо, барбекю, катаются на пикапах, смотрят. Ну, а мы начинаем в очередной раз откатывать воду с трюма, готовиться к погрузке. Вокруг одни нефтеналивные газовые терминалы. Подошел к нам катер с провизией. В очередной раз я убеждаюсь, что кто-то у нас на судне рыжий. Накрылся наш провизионный кран, хотя перед приходом, конечно же, все проверяли. Магия, не знаю, салемские ведьмы как-никак. Теперь придется принимать провизию бункеровочным с правого борта. В принципе, проблема небольшая, там всего несколько палетов, доставка которых стоила дороже, чем сама еда. Я лучше промолчу. Соединенные Штаты. Доставка нескольких палетов стоила $5000. Сама провизия 4,5. Hungry guys. Ну вот, только вариантов у нас не очень много. На носу длинный океанский переход, а свежих овощей и фруктов очень хочется. Друзья, это уже даже не смешно. Давно я так не уставал, не психовал. Это просто какой-то тотальный бардак. Я не знаю, как они взаимодействуют. Нахрена нам вообще тут агент, который постоянно дает неправильную информацию. К вечеру приехал лоцман, говорит, вас собираются ставить к причалу. У меня еще вода в трюме. Капитан в шоке, говорит, что было запланировано все на завтра. Судно не готово. Это ваши проблемы. Терминал ждать не будет. 5000 простой. Так что у меня сейчас мокрый 4-й трюм. Его проверка будет завтра. Сейчас полностью изменил грузовой план. Так что увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.